Я так боюсь ваших испанских укупос, поэтому хочу виллу только в охраняемом поселке. Марина, а у вас есть виллы с частными пляжами? Если вы тот человек, который ищет именно это, тогда смотрите этот ролик до конца. Меня зовут Марина, вы на канале Дамлекс Realty. Теперь поехали. И в отличие от наших предыдущих выпусков, я решила зайти сразу с козырей, а именно с панорамного вида на море. Здесь вид открывается с любой точки дома. Но прежде чем я приглашу вас в дом, мне хотелось бы попросить вас поддержать нас лайками, комментариями. Сегодня 26 июня. Если вы смотрите новости, вы наверняка знаете, что на Европу обрушился ужасный циклон жары. И сейчас уже 28 градусов, но сенсацион термика, то есть по ощущениям уже плюс 31. Прибавьте к этому влажность 65-70%, и вы поймете, в каком аду нам приходится работать. Поэтому ваши лайки – это в некотором роде поддержка нашего духа. Потому что, представьте, мы только в июне, нам еще предстоит снимать в июле и в августе. И страшно представить. И раз уж я заговорила о погоде, то хотелось бы мне с вами обсудить этот немаловажный фактор при выборе недвижимости, который многие из вас упускают. Вы выбираете глазами, и это нормально. Мы все покупаем глазами и все покупаем на эмоциях. Дома, одежду, выбираем блюда в ресторане, исходя из его эстетической привлекательности. Так вот, когда вы выбираете дом, очень часто вы определяете бюджет и стиль дома. Но многие из вас упускают такой важный фактор, как погодные условия. И вот представьте, у нас сегодня плюс 38 будет днем, а на юге Испании больше 40. И если вы приезжаете к нам из Лос-Анджелеса или Майами, вы легко адаптируетесь и к южным регионам Испании. Но если вы из севера Европы, или России, Украины. Поверьте мне, плюс 42, это может быть хорошо в первые дни, когда вы приехали и в эйфории от вашей покупки. Но жить в таких условиях людям с севера очень тяжело. В особенности, если, не дай бог, у вас есть какие-то заболевания сердечно-сосудистые, например, или вы пожилой человек. Поэтому подходим к выбору недвижимости, учитывая даже такие, казалось бы, дурацкие, на первый взгляд, факторы, как погодные условия. Каталония считается самым комфортным регионом с точки зрения природных и погодных условий на всем Средиземноморье Испании. А теперь давайте перейдем к осмотру этого дома. Раз уж мы начали наш обзор с террасы, давайте осмотрим ее детально. Она разделена на несколько зон. Это зона теневая, для отдыха с мягким уголком, зона для лежаков возле бассейна. И чуть дальше, мы позже потом выйдем, зона барбекю, тоже стол под навесом обеденный. И посмотрите, вот эта терраса, она как будто бы опоясывает весь дом. И мы видим здесь 3 разных зоны. Это говорит нам о том, что вся жизнь, конечно же, здесь проходит на террасе. В дом вы будете заходить, разве что, если будете готовить что-то на кухне, посмотреть телевизор и спать. Летом, весной и до поздней осени, до зимы вы будете жить здесь. Вся жизнь будет находиться здесь. Поэтому комфортная, классная терраса – это залог комфортной жизни в Испании. Ой, здесь очень классный бриз. Не хочется идти в дом, но надо. Продолжаем. С террасы мы с вами попали в гостиную. Она у нас делится зонирована также. Дом был построен, ему, по-моему, уже 30 лет, поэтому в то время строили такими полуэтажами. Зонировали не мебелью, как мы сейчас, пространство, а вот лестничками такими, да, вот есть 3 ступеньки, и тут у нас уже зона гостиной. То есть утопленная зона в испанских домах всегда предназначалась, утопленная в плане того, что она ниже основного уровня, предназначалась для просмотра телевидения, где стоит диван или какая-то библиотека. Вот в этом случае мы видим то же самое. И гостиная у нас соединяется с террасой. Поднимаемся повыше и попадаем в зону столовой. Не удивляйтесь, что здесь у нас аж целых 2 обеденных стола. А если еще приплюсовать тот, что на террасе на улице, то их 3. Почему?
потому что у этого дома есть туристическая лицензия. Это то, что большинство из вас у нас спрашивает. И не устану напоминать, что лицензии туристические до 28 года в Каталонии не даются вообще. Поэтому, конечно, наличие туристической лицензии – это клондайк в современном понимании. Поэтому здесь вместимость дома хорошая. Так как зона столовой небольшая, было решено поставить еще один дополнительный стол. Ну, например, здесь могут обедать, завтракать дети, а тут взрослые члены семьи. Что удобно, мы можем попасть в кухню сразу со стороны гостиной или со стороны столовой. Кухня отделяется от столовой дверью. И что мне нравится, она проходная, и мы попадаем с вами сразу же в зону барбекю. В этой части террасы есть санузел и душевая. Очень удобно, очень классно. Из бассейна вышли, ополоснулись. Если барбекю, гости, вот есть санузел, которым они могут воспользоваться, не заходя в дом. И те, кто внимательно нас смотрит, знают, почему здесь искусственный газон. Это, по-моему, третий дом за последнее время, который мы публикуем для нашего YouTube-канала с тур-лицензиями. И во всех этих домах был искусственный газон. Потому что, когда мы сдаем туристам, нам надо меньше ухода, больше дохода, и, соответственно, меньше ущерба для дома, так как туристы попадаются разные, а здесь принимают с собаками, собаки писают на газон, он портится. Ну, в общем, во избежание лишних затрат и хлопот в таких домах всегда стелят искусственный газон. Смотрится он всегда празднично, зеленый, не высыхая даже в нашу сейчас безумную жару. Вот, и за ним нужен минимальный, естественно, уход. Вот только сдуть какие-то листья, которые нападали. Барбекю. И от барбекю мы подходим к этой таинственной калитке, которая ведет нас в другую часть сада. Участок заканчивается, не знаю, видно ли будет на видео, вот сетка, вот это, и это граница участка. Участок идет вот туда дальше, вдоль, по периметру, обращенный тоже к морю. То есть это вот этот кусок от этого забора до того, это все наша земля. Здесь всего 25 соток. Она не пологая, она под уклон. Лес, собственный кусочек леса у этого дома есть. Можно убрать, можно разбить сад, если это кому-то интересно и есть в этом необходимость. Вам есть где здесь применить талант садовника. Но теперь продолжим в доме. Ой, мне нравится, как бассейн здесь устроен. Он вот для такой жары. Раз, сразу из гостиной и в бассейн. Очень хорошее решение. А посмотрите, какой вид. Вид потрясающий. Да, я не сказала, где мы находимся. Для тех, кто жаждет охраняемый поселок, мы в нем. Поселок Санта-Мария-де-Лорель, поселок охраняемый, 24/7. А здесь шлагбаум. Такого рода поселков на Коста-Браво всего 3. И 2 принадлежат Тоса-де-Мар. Это Мартоса, Санта-Мария-де-Лорель и Ля-Гавина в Сагаро. Все. Других полноценных поселков вот с охраной, именно не где камеры стоят, а где сидит физический человек со шлагбаумом. Он записывает вот в этой поселке, например, когда вы заезжаете, записывают ваши номера, к кому вы едете, на какой адрес. Если вы замешкались, не можете ответить, вас не пропустят или позвонят собственнику для того, чтобы узнать, а ждет ли он гостей. То есть такая настоящая серьезная охрана. Поэтому, отвечая на мой первый вопрос в начале ролика, вам нужен поселок только охраняемый, и вы хотите только Коста-Браво, вот у вас выбор не очень большой. Есть другие поселки, где присутствует охрана в виде камер наблюдения,
и где-то есть пункт, где сидит охранник. Если вас это удовлетворяет, тогда зона поиска может расшириться. Если вы хотите именно такую охрану, как в этом поселке, то выбор у вас вот из 3 поселков, из которых Ля Говина самый дорогой поселок не только Коста-Бравы, но и Испании. Ну что, а теперь пойдемте наверх. О! Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. А у нас, смотрите, неожиданные гости. А ты у меня чего тут сегодня делаешь? визит. А давай тогда ты с нами и запишешь. Он у тебя сейчас или клиенты еще не подъехали? Еще где-то полчасика у меня есть. Супер. Тогда вот Рома с нами проведет этот обзор. Я сейчас ему дам микрофон. И вы с первых рук узнаете, почему же он приехал сюда со своими Сейчас мы вам клиентами. все расскажем. Вот как он удачно зашел. Как говорится, одно мнение хорошо, а 2 лучше. Мы уже успели восхититься видом. Я рассказала про поселок. Вот. Но раз у тебя сюда приехали клиенты, ну, во-первых, надо представить. Здравствуйте всем, я Роман, работаю в Damlex Reality, и сегодня у меня визит как раз. Не ожидал, что Марина будет делать здесь съемки, и так получилось, что скоро приезжают мои клиенты. Они выбрали этот дом именно потому, что это закрытая урбанизация, потому что это привлечение для нового собственника. Это очень классная инвестиция, так как в доме есть туристическая лицензия на 10-12 человек. И панорамные виды. Это самое главное требование для моего клиента. Отматывая назад, о чем я говорила, да, туристическая лицензия – это у нас сейчас редкость, это найти очень-очень сложно, потому что все гоняются за такими домами. У нас очень много запросов, особенно со стороны французов, голландцев, немцев, кто хотят с турлицензиями покупать, американцы, а домов больше не становится, потому что мораторий действует. Практически, не практически, а ее невозможно получить новую туристическую лицензию, поэтому вот эти дома – это на вес золота. Так, ну тогда давай вместе уже и покажем этот дом. Давайте. Так, давай идем наверх. А тебе самому вообще как этот дом? Ну, вид, место. Место супер, вид панорамный, классный. Здесь тупиковая улица, что не создаст проезда от других соседей и так далее, и вас никто не будет беспокоить. Ну, тут вот. в целом сказать, здесь, да. Здесь ездят только те, кто здесь живет. И обслуживание. Больше никого. Вы часто спрашиваете, а кто занимается арендой. В данном случае Интерхом – это одно из старейших агентств на Коста-Браво, которые занимаются арендой. Они специализируются только на аренде. Каждый должен заниматься своим делом. Вот они очень классно сдают. Видите, они даже полотенчики с их логотипом. Здесь у нас санузел с душевой, постирочная. Она с выходом на внутренний дворик. Здесь можно сушить белье. И идемте в спальню. Тут еще так все классно, интересно зонировано. Дом необычный по архитектуре. Сейчас, конечно, так не строят. Что я вам говорила про вид на море? Из каждой практически спальни есть вид на море. Посмотрите, как все чисто, аккуратно и прибрано. Всем этим занимается как раз-таки компания, которую я перед этим упомянула, которая ведет все дела по аренде. Они, естественно, берут процент от стоимости, общей стоимости аренды, но при этом ведут полный контроль. Процент не фиксированный, всегда нужно договариваться с компанией, которая будет администрировать дом. И нужно брать во внимание то, чтобы компания, которая занимается администрированием, была заинтересована в администрировании этого дома, получении прибыли, и чтобы в доме было всегда все красиво, как здесь. Чтобы все остались довольны. И туристы, и собственник, все. А пока вы там беседовали, я сбежала на террасу. Тут такой морской бриз. Это спальня с собственной террасой. Пока Роман вам рассказывал про туристические лицензии и ее плюсы, я подумала о том, что дом очень классно спроектирован тем, что он вот так вот вытянут зонами. Получается, если кто-то у бассейна, а кто-то здесь на террасе, и друг другу не будут мешать. Или кто-то спит в этой спальне, и кто-то плещется в бассейне, или там громко разговаривает, музыку слушает у барбекю. В этой комнате будет спокойно, а в этой так и подавно.
Опять же, если у вас семья там с маленькими детьми или, в принципе, большая семья, друг другу никто мешать не будет. Все по своим зонам распределятся и будут заниматься своим делом. Все, что мы видим вот вокруг по соседству, это наша территория. А гаража здесь в доме нет, но есть вот такая вот импровизированная парковка. Вы заезжаете с улицы и паркуете здесь. Ну и скажи, стратегическая точка. Прям ощущаешь здесь, как будто в каком-то замке себя, потому что дорога значительно внизу. Здесь очень высокий Здесь высоко, подъем. да, и ты чувствуешь себя вот наверху. Царь горы. И в то же время до пляжа пешком 3-5 минут идти. Вот. Машина летом в такую жаркую погоду всегда у вас будет в теньке. Это очень можно важно. сделать Да. навес. Если кому-то Можно, кто-то хочет да, гараж, да. можно сделать навес. А здесь только есть одно. Может возникнуть нарекание у тех, кого-то будет нас смотреть, или у твоих клиентов, которые вот-вот приедут. Это то, что в доме лестницы. Но вот это то, от чего сложно избавиться. Если мы хотим вот такой вид, как здесь, а тут вид потрясающий, то мы должны залезть на гору. А гора – это всегда неровный участок под склон. Соответственно, по склону как мы можем подниматься? Только с по помощью лестниц. Пологий и ровный участок теряем вид. А если у нас вот такой фантастический вид, то нужно побегать по лестнице. Да, мы так увлеклись видами, лицензиями, что забыли упомянуть. Это комната-суит, она со своим санузлом с душевой. А теперь проследуем наверх. Но несмотря на то, что здесь лестницы, они, видите, тут 5 ступенек, здесь 5 тоже ступенек. 5, да. Поэтому это не очень утомительно по ним ходить. Здесь мы заходим в такую очень логистически хорошо продуманную в этом доме спальную Сюрпризом. зону. Да, Комната с сюрпризом. комната с сюрпризом. У кого есть дети, это, мне кажется, мечта каждого ребенка. И сейчас мы вам чуть позже покажем. Так, здесь у нас 2 человека помещается. В спальне напротив тоже помещается 2 этой человека. И из этой спальни есть выход в санузел. А опять же, кто-то скажет, неудобно. Неудобно, но мы помним, да, что это у нас тур-объект, на нем зарабатываются деньги. Поэтому здесь вот ниша, в которой стоит кровать, она может использована быть как гардероб. Но если мы хотим инвестиционный объект, мы нацелены на то, чтобы по максимуму заполнять его туристами. Чем больше у нас койко-мест, тем больше наша доходность. Поэтому в туристических объектах всегда ставят кровати везде. У нас был обзор дома в Лорет-де-Мар, где мы там насчитали, я уже не помню, по-моему, на 26 или 24 или 26 человек там вмещалось в этом доме. Вот поэтому это еще не самый предел. Ну а теперь изюминка этой комнаты. Мансарда. Но эта мансарда – это мечта, конечно, любого ребенка. Поспать на мансарде, еще иметь такую лестницу. Жалко, что она не задвигается туда, чтобы закрыться и убежать от родителей. А теперь я вас приглашаю на террасу. Очень жарко в доме, так как никто не живет. Кондиционеры мы не включали. В общем, хочется на улицу. Пойдемте. Итак, друзья, мы на очередной террасе. И вот мы вышли. Из каждой террасы, опять напоминаю, есть панорамный вид на море. Но мы обсуждали не это, мы обсуждали то, как классно, когда дом находится на возвышенности, потому что это спасение. Вот даже в такую жуткую жару, вот дом, когда он на возвышенности, с моря идет бриз. Жарко, да. А на террасе Вот очень видите, у меня свежо. по волосам видно. Вот видите, какой ветерок дует. Ночью будет спать прекрасно, на свежем воздухе, без кондиционера. К вечеру температура опускается, вся влага, она будет собираться вот вдоль пляжа. Здесь будет легче дышать. Потом наличие огромного количества сосен в нашем регионе, конечно же, оздоравливает воздух, как испанцы говорят, ионизирует его, да, вот сочетание моря и сосны. Поэтому, когда вы стремитесь купить дом в пешей доступности до моря, вы забываете про такие важные вещи, как жаркое лето, высокая влажность, засушливые периоды, вот такие вот природные катаклизмы, как сейчас, когда к нам пришла жара. И все это влияет на ваш комфорт и на ваши в целом ощущения. Поэтому для того, чтобы не было мучительно больно
от неправильно принятого решения, взвешиваем все и анализируем те природные условия, в которых вы собираетесь жить в Испании. Ну или в Испании, в любой другой стране, которая нетипична для климата, в котором выросли вы. Да, кстати, в самом начале ролика я еще закинула такую удочку по поводу частного пляжа. Если для тех, кто, наверняка твои клиенты тебя тоже спрашивали, мы хотим виллу с частным пляжем. Да, и с пешей доступностью. Да, но мы знаем с тобой, что в Испании частных пляжей нет. Это запрещено на государственном уровне, потому что вся береговая линия, она считается подчиненной государству, это публично, и никто не может себе выделить частный пляж. Но вот такие поселки, как этот, фактически имеют свой частный пляж, согласись, потому что с улицы охрана вас не пропустит, если вы не житель этого поселка. И единственное, кто может подойти, это с моря. Кто-то на яхточках, Или по Камино де Ронда. Туристы, которые идут вдоль побережья, могут остановиться на пляже, отдохнуть и продолжить свой путь. И это является еще одним веским плюсом в пользу этого поселка для тех, кто хочет частный пляж. Здесь пляж никогда не перегружен. На нем вы встретите только жителей поселка, либо тех, кто арендует здесь виллы. Здесь в основном европейская публика проживает и владеет недвижимостью. Дом 270 метров. И почти 25 соток земли. А стоимость мы укажем в ссылке. Вы перейдете под роликом, будет ссылка, вы увидите. И я хотела еще сказать несколько слов о стратегическом расположении самого поселка. Как вы уже поняли из нашего с Ромой рассказа, мы находимся в очень тихой, уединенной бухте, но между двумя очень интересными муниципалитетами. Тоса де Мар, к которому относится данный поселок, и Лорет де Мар. Почему интересное такое сочетание? То есть, если у вас дети-подростки, если вы сами любите потусоваться, покутить, у вас есть Лорет. Пожалуйста, 5 минут на машине, и вы там. Да. Не хотите вы этого? Вы едете за историей, за размеренным образом жизни в Тоса де Мар. Кстати, про Тоса де Мар у нас тоже записан ролик, мы тоже оставим здесь ссылку. Если у вас разноплановые или разновозрастные члены семьи, для всех здесь найдется развлечение. Кто помоложе в Лорет, кто постарше в Тосу. А кому никуда не хочется ехать, а просто хочется любоваться морем, остается дома. Здесь на пляже или на вилле. Вот. И поэтому, если у вас остались еще вопросы касательно этого объекта, пишите в комментариях. Либо вы в целом ищете недвижимость на побережье Коста-Браво, вам нужна консультация людей с опытом, которые знают каждый поселок и каждую особенность. Мы ответим на все вопросы. И более того, будем сопровождать вас в сделке по каждому объекту. От начала до конца. Да, с момента звонка до сделки и даже после. С вами была Марина и Роман. Напоминаем, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии, задавайте нам с Ромой вопросы, возможно, у вас есть какие-то личные. Как можно больше вопросов, тем лучше. Да, и вообще, я говорю, поддержите нас, мы в такую жару снимаем. Если вы будете комментировать или ставить лайки, да даже дизлайки ставьте, YouTube все равно будет нас продвигать, и мы будем видны большему количеству людей. Чем больше реакций, тем больше мы будем снимать в жару. Мы будем снимать 24/7. Вот. Ну все, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.